Возвращение силы Христа человечеству во спасение цивилизации. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Эта передача особая. Это планетарная передача. И она обладает своей могущественной силой, значимостью для самой планеты. И не только для этой планеты и ее жителей, а и для множества других планет, находящихся в размеренности планетарной, для многих других планет и для самой галактики. И поэтому услышать ее и слышать ее возможно только сердечной той значимостью, где существует то понимание, что мир превыше всего. Первичное, создаваемое Создателем творения. Мир. В человечестве Терра понимание божественности потеряно в массовости своей восприятия самой жизни. Потеряв истинность этого понимания, превратила, приняв ложность, переписанную религиозными существами. Заменив принятием ложности и перевернутого, переумноженного, переписанного религиозностью, которая не соответствует своей массовости, не соответствует вообще божественности. Она ее отключила от себя. И религиозностью, отключив божественность от себя, внедрено это было в массовое человеческое сознание. И множество массами это было принято как истина. Воздвигли, подняли в этой мутности обмана, подняли на пьедестал уничтожение жизни как таковой. И этими разрушениями принесли непомерный вред сознанию человечества, самому себе, планете, галактике и тем планетам, которые находятся в градусах планетарных. И вместе с тем сама сила, чистота и мощь изначального сознания Создателя осталась, ибо она продолжает удерживать саму жизнь. Временные рамки на планете в планетарной измеряемости очень ускорены. И если это разрушение не остановить, то разрушить может человечество само себя. Ускоренный процесс восхождения идет. Из тех, кто воплощен в этом периоде времени, обладает могущественной силой, именно изначальной силы творения Творца. Это тот строй силы света, который воплотился, был призван и воплощен на эту планету в эти непростые времена. И поэтому понимание здесь может произойти, когда первично будет создано намерение жить и восстановить истину в себе, призвать, принять истину, и только. И через такое намерение можно будет услышать максимальную ту ясность, ту мудрость, правдивую истинность изначального творения Творца Всевышнего, которая идет в этой передаче. Пожелать множеству перепроверить себя, кто я на самом деле и какую я пришел выполнить сюда миссию. И если это станет первично в вашем дыхании, вы это сможете услышать. Временные рамки, движения, которые происходят в планетарном объеме, разбеги планетарных составляющих, ускоряются в том знании, планета выбрала восхождение. И она настойчиво двигается в этом направлении, в восстановлении божественности и усилении светимости истины, правды в самой себе и в планетарном звуке своем. Этому поможет ее звук. Своим звуком она не притягивает, не принимает разрушения. Ее звук идет в созидание, движение восхождения. И поэтому расе человечества необходимо это понимать. Потеряв ответственность,
забыли, что находится на планете. И решающим звуком, решающей силой остается все за ней. А она решение принимает. И об этом нужно всем вспомнить. Никакая ядерность не сравнится с тем могуществом, которым она обладает, с тем ее намерением подняться, выйти, вернуться в ту диаграхму, где ее путь предназначен. Не нарушая истинность изначального творения Творца, идет этим ее статус. Она взяла этот статус, и она им идет. Он ею принят, он ею восстанавливается сейчас, и она им идет. Она выбирает сохранить свое тело, и поэтому ее движения, катаклизмы, могут быть усиленными. Если человечество не остановится и не вернется в то состояние, где миром правит Бог, Создатель всех миров, мирозданий. И что это первично? Ее тело, ее телесный элементал, находится в опасности от всех тех сооружений ядерности, которые человечество в угоду падшим ангелам так яростно это сотворило, и продолжайте, активно разрушайте. Человечеству нужно об этом ясно вспомнить и понять, и признать это. Шанс на спасение дарован. Но его нужно принять и воспользоваться им. Вспомнить, что у человечества одна планета. Одна на всех. И такой деградативности она, им, человечеству, не позволит больше. Такого уничтожения и разрушения. Она никогда, ни в какие временные свои переходы, не отпустила и смогла удержать знамение Христа. Для нее это было и останется навсегда величием, сиянием творения Творца. Ее непомерная благодарность, ее непомерное принятие, призывание сознания велико. Своим сознанием она призывает Христа. И призывает настойчиво, уверенно, истинностью правды собственного звука, собственного звучания. И она слышна. И мегатонны грязи, нечисти, которую создало человечество своими помыслами, мыслями, деяниями, похотью, необходимо немедля растворить самому человечеству. Принять и выполнить это задание. А не нападать и не разрушать другие страны. И эта передача звучит для тех силовиков, для тех могущественных Христа-существ, которые воплощены на этой планете. И где-то потеряв это, где-то подзабыв или увидя этот разгул темных сатанинских программ, приутих. Нужно понимать свои помыслы, свои деяния и начинать действовать. И как можно активнее. Ничего нет могущественнее божественности, которая существует и которая, невзирая ни на какое то, что происходит в этом мире, проживает жизнь, дает именно только божественность. И множеству вам нужно это еще раз просмотреть, понять, что если вы отключаете от своих сознательных, подсознательных многоуровневости своего сознания, почитание и служение тьме, она остановится, она уменьшится в сотни, миллионы, миллиарды раз. Ибо миллиарды вас находятся в этой связи страха, почитания кабальности. Для этого понадобится всего лишь ваше честное, искреннее диалектическое мышление с самим собой первичным. Признать и утвердить в себе, что я выбираю только правду. Правду ту, которая даст мне защиту, защиту, защиту. Изобилие, изобилие, изобилие. Свободу, свободу, свободу. Мир, мир, мир. Безопасность. Свободу сознанию. Это то, что сейчас самое главное, самое необходимое – спасти человечество от безумия. От этого распространяющегося вируса безумия. Спасти самих себя. И у кого возникают сомнения, то вспоминание настойчивыми действиями, помыслами, утверждениями своими, что если я воплотился сюда, значит нахожусь на этой планете в это время, значит я обладаю этой силой. Передача идет у моря. И вся природа, вся планетарная сила всегда человечеству показывает своими деяниями, насколько обладает правдой истинностью она. И когда это единение божественности человечности возникает у вас в помыслах, вы сможете это увидеть. Водная стихия,
Она не держит, не носит в себе злобу, ненависть, которую творит человечество. Она его перерабатывает, она его структурирует и выбрасывает. И своими действиями она это делает. И глядя на волну, вы можете увидеть ее в действии, как происходят деяния. Волна выбрасывает и перетворяет это все в энергию созидания. Энергию разрушения она перетворяет, перестраивает, перечищает в энергию созидания. И этим она удерживает также всю жизнь, сознание человечества. И когда ваши помыслы будут сонастроены с самой природой, с ее водной стихией, вы также будете это ощущать. И эти способности, которые вы стали называть сверхспособности, вам будут доступны. И они сейчас вам доступны в это время. Перетворить, переструктурировать энергию зла, разрушения, тьмы, ада на созидательную энергию творения. На изобилие, радость, свободу, миира. Миира. Миира, жить. И начинается это с вашего намерения «Я выбираю жить». В этом намерении «выбираю жить» первично всегда будет мир, благодарение, свобода, изобилие. Обязательно присутствует благодарение жизни. И оно было и будет благодарение первичным. Из этого состоит вся божественность настоящая. В этом могущество и сила самой божественности, ибо это ее состав, а она из этого состоит. Мир, мир, мир. Жить, свобода, благодарение, изобилие, радость. И поэтому необходимо множество вам об этом вспомнить сейчас и утвердить мир, собою быть. Собою быть – это значит осознавать божественность в себе, единение с природой, миром и с той силой индивидуальности. Собою быть – Христа существом быть. Обладать всеми уровнями сознания Христа. Так было изначально сотворено творением Творца. И так останется навечно. Вероисповедания очень разные на планете. И одно единственное понимание, что объединяет все верования, это первоначальное мир. Мир. Мир, который был сотворен Создателем. В какой бы вере ни были, мир был и останется навечно изначальным. И если это будет в ваших сердцах, в ваших душах, в ваших сознательных многоуровневого вашего сознания, подсознания, мир наступит на этой планете. Человечество спасет самого себя. В этом и есть спасение самого человечества. Не умиляться злобой, не осуждать ее, а усилить вот этот мир, мирорадость, созидание везде и всюду. А вероисповедание, пусть оно остается у вас каждого, свое, которое вы выбираете. Ибо народностей великое множество. И в этих народностях также сокрыта великая мудрость того изначального творения. Не убийством, не уничтожением восхищаться, а той великой мудростью. Начать ее познавать, понимать. Возвращать ее, дотянувшись в свои сердца. Увидеть ту красоту изначального творения, той великой мудрости, созданную Создателем. И в этом многообразии первичным было, есть и будет тот великий, изначальный мир, 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 свобода, радость, жить. Что мешает видеть и слышать вам правду, это потому, что много тех ораторов, которые далеки от истины, но уже обучившись, привыкшие к ложности, обучившихся на вот этом в статусе познавания сенсационности, ядренности лжи. И находясь в этом пространстве закрытости, вы можете входить в какие-то состояния свои или пытаться, если они не являются чистотой Бога-Творца. Потому что очень многие также называют падшие ангелы и религиозность, религия, которые внедрили злость, обиду на самого творения Творца. И эту злость, обиду, ненависть они внедрили в человечество. Внедрили эту ненависть к самому изначальному Создателю. И в этом человечество потеряло тот путь, по которому признано восхождение, житие, созданное Создателем. И для многих из вас уже понимание есть,
то, что искра Бога, та искра, тот огонь Христа, который есть в вас. Выполняя эту программность ложности падших ангелов Нефилим, вы убиваете внутренне самих себя. Вы ненавидите самих себя внутри себя. Ибо эта искра божественности находится в вас, внутри. И отторгаете вы сами себя в себе. Сами себя от себя удаляете. Поэтому вы с природой создали такое непонимание и разъединение и в самих себе. И множество нагрузили, создали лицемерие обмана, лжи, обвинения, суждения. И это путь в никуда. И если сейчас множество из вас осознает, признает, что это правда, вы дышите, вы живете только за счет энергии Творца, Создателя. Это искра в вас. Это сама жизнь в вас. И это и есть космический Христос. Это та чистота силы радости, миира, любви. Любви непомерной, безусловной чистой любви, от которой вы убегали, приняв программу Нефилим, религии государственных деятелей, как основу. А вот Бога Творца Небесного – это чистота, она первична, она могущественна, она непредсказуема сама по себе. В этих программностях лжи, созданных этими падшими ангелами, религией, всегда утверждено по их переписанным трактатам: божественность существует безответственность, и она превыше всего выставлена. Она как актуальность выставлена, и поэтому убийство, разрушение, сквернословие, суждение считаются доступными. И вот то первично, что нужно сознательно принять как истину, что за каждую мысль, за каждое слово вы несете каждый ответственность. И когда это понимание становится явью, вы ответственность принимаете вообще в своих помыслах. А значит, силу, могущество божественности вы обретаете. Вы обретаете могущество, признав ответственность. Вот это и есть ложность этой программы, этой игры тьмы. И попав тысячелетия тому назад, вы до сих пор это удерживаете. Задайте себе эти вопросы: зачем? Это настолько опасно сейчас, на вашей планете. И не только взрывы. Рассудочная часть и все сознательные, подсознательные уровни перегружены вот этим разрушением, убийством. Поэтому вы ненавидите, разрушаете самих себя, своих близких, болеете. И главенствовать стали в ваших помыслах, деяниях, ненависть, злость, обвинение. Это понимание нужно немедленно убрать. И вот ваша настоящесть находится в гармонии творения первичного мира. Это ваша настоящесть жития, вообще дыхание вашего. И когда это сознательно принято, утверждается вами, вы обретаете тот призыв радости, созидания. Вы обретаете понимание, что жизнь – это Бог, изначальный тот Творец, единый Создатель. И Бог и есть эта жизнь. И тогда деление, разделение не существует у вас внутри. Вы, почитая свою жизнь, защищаете эту жизнь первично в своих сердцах, в своем дыхании, в своем произношении, в своих мыслях и словах. И это и есть чистота истинной божественности, самой жизни. Без этого она не может быть. Она будет остановлена, если человечество это не примет как истину и не перепишет, не растворит то, что сотворено человечеством прежде. И чтобы эта выполнимость была у вас более быстрой, более яркой, вы сознательным пониманием, то, что вы прожили очень много столетий. И в каждом столетии вы были очень-очень разными. Но вот это понимание, что жизнь – состояние из любви, слушая эту передачу, вы можете через дыхание, настойчивое дыхание, утвердить, что вы собирательно собираете себя в себе. В тех мгновениях проживания предыдущих, где вы помнили и знали, что первично это созидательная любовь Творца, безусловная любовь единого Создателя, Творца. Вы начнете этим пониманием дышать. Вы усилите ту мощь за очень-очень короткий промежуток времени. Но время понадобится. Одновременно утверждайте и посылайте свет туда, где вы проживали в злости,
в обиде, в суждениях. И утверждая, вдыхаю я ту часть, ту зримость безусловной любви, когда бы я ни жил. То есть вы ее умножите, вы ее не забираете из тех воплощений. А когда сознательно, сейчас, дыханием утверждаете, вы ее умножите и в тех столетиях, где вы проживали. Это произойдет одновременно, это реально. Это реальность божественного мира. Вы исцелите свои кармические задачи. И в этой жизни у вас произойдет та ясность, та неминуемость восхождения восстановится. Очень ускорена возможность дисциплинировать свое сознание, свой рассудок, свой разум через искреннее, настоящее принятие безусловной любви. При этом происходит неимоверное освобождение, исцеление и усиление силы Бога изначального в вас, Христа. Христа сознание торжествовать начнет в ваших чертогах, в вашем сознании и на вашей планете. И он находится не через вот эту медитативность. Она также обладает множеством ложной медитации. Очень много ложного. И в этом самое пагубное и самое люциферианское то, что может за доли, за минуты, какие-то часы, может разрушать Бога в человеке, пожелания его, желания, стремления. И если каждый из вас сейчас примет тот факт, что вот эту часть, которая гармония мира, что первично, что едино оно в нем, вот в этом мире. Гармонизация – это уже немного идет на человеческом звучании, чтобы понятливость была. Гармонизация вот этого мира, жить, она не может по-другому быть. Ибо если здесь есть какое-то понимание, это слово «мир» – это значит спокойствие какого-то небольшого квадрата мерности. Море выбрасывает агрессию. Агрессию ту, которую создают разрушительные действия этих спецопераций. И море находится сейчас в активации свободы, невзирая ни на что. Море может показывать, быть как индикатором. И если в него входит вот этот шаблон этого взрывного разрушения, оно не терпит этого. Оно всесторонне старается его выбросить, вычистить, деформированность вот эту всю разложить, разгладить. И ветра нет, а волна есть. Всегда дни разные, море разное. Сейчас у него происходит именно такая волевая воля. Я выбрал путь, изначальность свою, оно удерживает. Водная стихия, изначальность всегда вот это удерживает. Мир гармоничности – это значит, он позволяет и шторму быть. Это не значит совершенное спокойствие, не это жизнь. Мир гармоничности, мир звука Вселенной, тогда эта гармония мира будет. И вот это единение вот этого, мир, гармонии, звука в морской составляющей, оно есть. И это дает вот это движение, саму жизнь морю. Здесь очень большой аспект, он огромен. И вот такая частица есть у каждого человека в вашем сердце. В вашем сердце, в вашей окружности головы, в вашем солнечном единении, в вашей области гортани. Все время идем на области гортани, потому что это силовой аспект человеческий и волевой центр силы. Волевой центр, как часть солнечного единения. Звуком идет в солнечное единение и, объединившись, усиливает волю в сознательном, подсознательном и надсознательных уровнях. И вот эта гармоничность мира. Вот этого мира – это сама жизнь, звук, звучание мира. Это сама жизнь, это часть самого творения Творца. Первично Создатель-Творец оставляет ту искру, часть себя самого Он оставляет. И эта сила концентрации своей, она находится в волевом центре. Область гортани – это волевой центр. Он остается в своем творении, и об этом очень много раз было рассказано. И есть видео, записанные на канале «Новое пробуждение человечества». Что та часть есть у вас, но вы ее не восприняли. Не принята многими из вас как великий дар, как таинство святости, как могущество вашей силовой силы, правды, честности. Вашего того могущества, божественного настоящего. Это восприятие, это чистота, она существует.
И она, став востребованной, оживится, станет пульсирующей. Она изменит все. Стать настоящестью той, о которой позабыто, и практически она не проявлена в человеческом проживании. Только если в отдельных каких-то сущностях, которые уже ведут совсем другой образ жизни, и много чего такого. И вот эта восприимость вот этой чистоты, только когда к ней будет вот это точное обращение. Понимание не с позиции эго «у меня есть божественность, значит, я могу ей управлять». Никогда. И вот это понимание, если его прозвучать множество раз, что благодарением непомерным это принять можно, и раскрыть это можно. И это добавочная сила человеческому мышлению, всему-всему. И это непредсказуемость, какой силой, какие изменения могут происходить вот здесь, во всем этом. Только по той причине, что забыто, нет образцов. Образцы были. Образцы – слово более понятное. И это был Иисус. И Он жил по-другому. Он обладал этой силой, а она была ему понятна. Он ею владел. И в этом восприятии, в его проживании так много сокрыто и переписано. И чем больше вы начинаете это внешне вычитывать, сравнивать, складывать, тем глубже вы погружаетесь в какую-то тьму, какие-то заводи ложности, цифровые механичности и так далее. Это нужно намерением увидеть и знать правду. И только собственной космической интуитивностью и сердцем понять, познать истину, принять ее возможно. Принять Христа собственным сердцем. Ибо это божественное проявление в такой мерности, измеряемости в человеческом. Это божественное, это настоящее божественное проявление. И когда вот этот помысел думаться будет таковым, только тогда возможно будет до него дотянуться. И оно может отвечать. Очень многие слышали о дельфинах и китах. О том, что они, если вы как бы ни старались лукаво хитро, им сказать, что вы их любите. А если нет в вашем голосе чистоты, если здесь не включен звук души в вашем звуке, они не среагируют на вас. То есть они это видят, и видят прекрасно. Они обладают безусловной любовью Творца. И они являются ею, и ее они излучают. Этими излучениями они умножают и силу света на планете. И этим они удерживают многочастотное сознание человечества. В этом заключена радость. Сама истинность любви – это та искра Творца, которая находится в ваших сердцах. В этом сила, в этом мощь всего, в этом сама жизнь, об этом сам Иисус и передавал. Эту истину Он передавал. Если сердце останавливается, останавливается жизнь. То, что живет вашу жизнь, это любовь в сердце, безусловная, настоящая любовь изначальная. Утверждая жизнь, признавая сердцем жизнь, сознание Христа, вы восстанавливаете свою ту многомерную, многосозидательную божественность Христа сознания, которое необходимо сейчас умножить, усилить во всем человечестве. Ощутить, коснуться, соприкоснуться к этим могуществам – это великая благодать. Это великий дар, который сейчас передают человечеству. И у вас должна быть только непомерная благодарность, и только. И мир, мир, мир. Убрать все обиды, все наслоения тьмы, и утверждением «мир, мир, мир», чтобы он звучал в чистоте силы безусловности, без всяких условий. Слово «мир», «мир», «мир». Сознание Христа – это частичная часть вашего высшего сознания. Или по-другому, ваше высшее «я». И вот это касание. И здесь корректировку будет делать та часть вас, которая незыблемо всегда верила в божественность. Та высшая часть вас. Она всегда знала, что божественность – это основа всего. Что такое Бог – это жизнь. Что такое жизнь – это Бог. И божественность, находящаяся в вас, о которой было сейчас немного сказано,
она может откликнуться. Или та более высокая часть вас может дать добавочную, какую-то мощную такую силу понимания, звучащую октаву добавить вам. Поэтому если будет некомфортно какие-то дни, какие-то мгновения, идите все равно в том направлении. Выберите настойчивость и намерение знать истинность. Ибо истинность спасет, защитит. Выберите настойчиво и двигайтесь. Превыше всего – это божественность. Создайте свое намерение, что вы доверяете прежде всего своему дыханию, духу, божественности в себе. И тот ваш высший аспект, высшее Я Христа сознание, откликнется тогда. Все будет зависеть от вашего намерения, произношения. От вашего выбора, многоразового повторения, утверждения. Высший аспект вас частично находится в вас, частично находится на более высоких уровнях. И в этом находится ваша сила, мощь и ярость. Просто будьте и станьте этим, и передайте это множеству. И вот это впервые. Здесь очень много будет чудес, потому что впервые человечество в полуфизических телах будет переходить в другую октаву, в другую мерность. Ваши высшие аспекты Христа сознания – это тот могущественный потенциал силы, ясности, правды, мудрости, которую вам необходимо сейчас дотянуться, этим стать. Но это произойти возможно только в этой непомерной честности. Это уникальность этой передаваемой великой мудрости человечеству. Ибо Христос, воплощаясь сюда, принес тогда на эту планету величайшую мудрость своего сияния, своей ясности и той безусловной, многомерной настоящей любви Творца Единого. И утверждая своими честными помыслами в это время, возможно воссоздать, усилить ту истинность Его, великого Христа, которого вы так многочисленно, там внутри, сердцами своими безмерно любите. Это мудрость, это яркость, это ясность, это лучистость того великого сияния, это сила, а она осталась на вашей планете. И убрав злость, ненависть, обиду, разрушение, нужно как можно быстрее растворить эту злобу, ненависть, темноту, убрать распятие. И тогда ей реально проявиться в ваших сердцах. Слово «миир» сделать актуальным самым. И только собою быть. При честном утверждении слова «миир», «миир», «миир» — это то волшебство, которое сделает вам вот этот ваш высший силовой аспект вас самих. Это неимоверная сила, ее ни с чем не сравнить. Это бесценный дар, который вы можете каждый сейчас получить от собственных высших аспектов себя. И вы поймете, как драгоценно это. Старательно шагайте и утверждайте. Не ищите подтверждения. Просто объединяя в себе, раскурочивать в себе вот эту всю ненужность. Вы только через касание самих себя, вы это сможете понять. По-другому это нельзя. Ибо это дыхание, это божественность, ее нельзя взять лукавством, нельзя взять другим пониманием. Здесь, сейчас, пусть проявится то покаяние перед Христом. Как часто вы в праздновании Рождества много потребляли пищи животного, то есть вы питали тело и рассудок, и все сразу, вот этим убийством. Как много было таких слов полушутливых, полусказанных, полуправдивых, полуложных, что я верю в Христа. Я верю, я такая разумная, я такой, я такая, я верю, я Ему поклоняюсь. И тут же обиду несете, и тут же возмущение, и так далее. Показное что-то было. Оно все идет в амфорность, и оно написано там, на тех более высоких аспектах вас. И вот это сейчас разгрузится, вот этот более высокий ваш аспект вас. Когда вы это признаете сейчас, когда это будет признано вами, исцелится вот этот более высокий аспект вас. Такое непочитание к Христу. Он был множеством вас произнесен. Кто-то вам рассказывал ложное, вы видели, слышали, но продолжали это слушать. Не остановились, не сделали какие-то поправки. Не внесли какого-то в надежде.
что Господь, Он, конечно, где-то есть, но далеко вне вас. Это было вторжение, это было непринятие. А вот эти ваши аспекты, более высокие подуровневые «я», которые настолько сейчас сияющие возле вас, возле каждого из вас. Вы хотите быть собой. Они это приняли как багаж, чтобы облегчить вашу как-то жизнь. И этот багаж они тоже не могут дальше нести, им необходимо это исцелить. И здесь не страх должен быть к Христу, Господу. Очень-очень завуалирована здесь религия, у множества может проявиться. А вот сейчас проговорите: «Жить». Жив бесконечно. Жив Иисус Христос. Живость Его дает жизнь всей планете. Сияние Его душу наполняет. Сияние Его непомерностью силой освобождение дает. И это освобождение будет происходить, насколько вы проживали, насколько вы много за это время выполнили всех задач. Большей части на ваших высших аспектах вас это отразится. И вот здесь и покаяние, и какие-то слова. Эта метаморфозность самой оболочки планеты стала таковой. Ибо почитали религию. И самое большое на планете находится – это религиозное христианское объединение. И вот оно сегодня может рухнуть. Оно может начать рассыпаться. Ибо вступает в конфронтацию такую единственную, и ваши сердца, ваша божественность, та настоящесть, тот миир изначальный, и ваши более высокие аспекты вас. Разрушить ложь, лицемерие, а признать мощь, сияние Христа – это очень много. Это спасение всего человечества. И здесь ни одна, ни малейшая нота не пройдет во лжи. Я был такой. Да, я трусила, да, я боялась, да, я чего-то слушала, не слушала свое сердце. Все расскажите себе. Все исцелите. Освободить и призвать, и усилить Христа, сознание Христа сейчас реально. В настойчивом утверждении, призывании и действии миира. Миира. Миира, везде и всюду. В каждом аспекте, в каждом моменте, каждом мгновении своем. Каждый у себя сам, освободив эту амфорность лжи, и тогда ваши высшие аспекты вашего «Я Христа» вам станут более ясны, более видимы. Это не общность рассказа, а это вот такое тщательное омывание. Омыть все это. Омыть это многократным своим утверждением, переговором, чтобы оно не осталось в планетарном. И сразу этот сам эгрегор остановится. Вы перестанете этот эгрегор питать. И понимание у вас должно быть, если вы не убрали у себя до конца все эти почитания, то вы продолжаете туда отдавать энергию, и продолжаете его удерживать. И продолжаете творить убийство и разрушение. Вам необходимо человечеству снова и снова вспомнить, что высшие аспекты Христа сознания – это полное изобилие свободы, радости, изобилие богатства. Жив Христос везде и всюду. Утвердите это празднование, это сияние призовите, воссоздайте его в своих сердцах. И оно проявленность света будет, и тьма рассыпется. Чем быстрее усилится свет, тем быстрее тьма рассыпется. Свет растворит тьму. Жив Христос. Мир, мир, мир. Жив Христос. Благодарение Христу. Христа сознание творения Творца. Благодарение. Жив Христос. Жив Христос. Возрождение Рождества Божественного на планете Терра. Возрождение Рождества Божественного на планете Терра. Возрождение Рождества Божественного на планете Терра. Жив Христос. Жив Христос. Жив Христос. Вы переходите со статуса человек в божественное существо, одетое в человеческую форму. Вы этот статус сейчас набираете. И в этом снова и снова помогает величественный Христос.
Тот лучезарность, тот световой, который был, и есть, и вечен, и бесконечен. И если понимание будет, не пытайтесь рассудком это понять. Вы не выносите агрессию, вы усиливаете свет, и этим светом разрушаете тьму. Ни одна душа, настоящая душа, никогда не выбирала убийства. И также высшие аспекты. Это славить жизнь пришли сюда. Это прославление и святость самой жизни. И это понимание должно быть. И этим делиться нужно множеству, где только говорят ложное. Обязательно добавить какие-то свои, вот этим вы также будете себя освобождать, очищать и наполнять себя светом. И дотянуться до того величия, из которого вы по-настоящему состоите. Той силы могущества, того божественного звука Миира и той непомерной любви. И всего несколько вот таких аспектов. Когда Господь воплощался, в те 2000 лет тому, великое таинство происходило в самом мироздании. И это был планетарный приход. Это было, сама планета ощущала и знала, что он идет не просто для того, чтобы исцелить и прославить ее. Она также знала, то понимание у нее было, у души самой планеты, что усилив свой свет, усилив вот эту ярость световой божественности и ясности, не лжи, дать яркость людям пробуждения. Она обязана будет дальше это передавать. И она выполняла эту задачу. И сейчас, в эти дни, у нее активация произошла непомерная. Она в активном созидательном таком творческом своем празднует вот это Рождество. Сама планета, она славит вот этот приход его. Знает, что это не просто звук для многих из вас. Нет. Это цикл. Это цикл восхождения, это цикл пробуждения. Это глобальность, это планетарное все. И также слово «Миир», «Миир», «Миир» звучит. И если оно у вас начнет звучать, это слово «Миир», тогда вы попадете под эти капли дождя, вот этой озаряемости света в ваши чертоги. По-другому этого не будет. И вот это «Жить» и Рождество. Пусть оно будет совершенно другим для каждого из вас. Но что это настоящая возрождаемость планеты в единении, бесконечная благодарность планете? Бесконечно убрать распятие навсегда. Убрав распятие, даже многие ему поклоняясь, убрав это, вы откроете могущество силы вдоха-выдоха своей сердечной чакры. И она даст вам возможность на освобождение своих 4 нижних тел. На благодарение, на ту звенящую, никогда не прекращающую радость Христа. Она звучит, эти переливы, они уже слышны. И это уже происходит в мироздании. И поэтому Миир, Миир, Миир. Возрадуйтесь Рождеству Христа так, чтобы это загорелось ярким светом. Везде и всюду. И тьма остановилась. В этом сила световой всей божественности всего, мощи этой. Возрадуйтесь, пусть это будет непомерная радость праздника. Праздника не человеческого, а молитвы созидания, свободы. И вот тогда это произойдет. Возрадуйтесь Рождеству Христа. И удержите, утвердите этот свет так своими сердцами, своим дыханием, своим духом, чтобы он загорелся. И поделитесь везде, где только возможно. И пусть это Рождество Христа станется здесь, на планете. Пусть оно будет. Пусть оно будет. Пусть будет божественное Рождество Христа. Миир, Миир, Миир. Утверждайте, будьте настойчивы. Будьте неимоверно настойчивы. Это реально воссоздать столько света, чтобы тьма остановилась и рассыпалась. Это реально. Свет — это энергия Бога, изначального Творца. И пожелайте быть защитой божественности. Защитите ее в своих сердцах и в своих помыслах. И в каждом мгновении защитите эту божественность.
И возрадуйтесь так, как никогда, и она восторжествует на этой планете. Пусть будет торжество Бога в каждом сердце настоящем. Познайте Его снова. Пусть будет Рождество. И второе пришествие Христа – это возродившееся Христа сознание у множества индивидуальности. Индивидуальное возрождение Христа – это и есть второе пришествие Христа. Но Он есть на этой планете. Его присутствие непрерывностью своей силой было, есть и будет всегда. Он есть планетарный Христос. Вечен Христос, вечно Его сияние, вечен звук Его мощи той. Пусть торжественность божественности, возрождение торжества Христа восторжествует. Этот свет вечен и бесконечен. Верьте в это. И пусть эта вера восторжествует. Будьте этим. Сила свободы. Курс Дельфины. Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь, решительности всем, и делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс Дельфины. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии, гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария.
Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.